Здравствуйте, уважаемые зрители! Это видео я хочу посвятить всем подводникам, служившим или находящимся на своем посту, и рассказать о вашем героизме на примере простого матроса, спасшего мир от ядерной катастрофы, Сергея Преминине. Сергей Анатольевич Преминин, матрос, трюмный машинист дивизиона движения электромеханической боевой части БЧ-5 первого экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-219 проекта 667 АУ 19-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок, город Гаджиево Мурманской области, Краснознаменного Северного флота. Герой Российской Федерации, 7 августа 1997 года, посмертно. Сергей родился в деревне Скорняково Великоустюгского района Вологодской области. Учился в школе города Красавино, а по окончании 8 классов в СПТУ номер 4 речного флота в Великом Устюге. Был призван в ВМФ СССР 24 октября 1984 года. 4 сентября 1986 года в составе экипажа РПКСН К-219 под командованием капитана 2-го ранга Британова матрос Преминин вышел из Баренцева моря в Атлантический океан. Для Сергея это была вторая автономка. О подвиге Сергея Преминина. Около 5 часов утра 3 октября 1986 года советский ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-219-667 АУ проекта, совершавший свою 13-ю боевую службу, уходил на глубину после очередного подвсплытия на сеанс связи. В этот момент в одной из ракетных шахт стала интенсивно поступать забортная вода. Создавшимся в шахте давлением раздавило тонкий корпус баллистической ракеты, и контейнера произошла утечка компонентов ракетного топлива. Система контроля успела зафиксировать возникшую аварийную ситуацию. Командир БЧ-2 капитан 3-го ранга Петрачков, предвидя возможные последствия, приказал отдраить кремольеру крышки ракетной шахты номер 6. Но было поздно. В шахте произошел взрыв топлива. Сила взрыва была настолько велика, что сорвала верхнюю крышку. Арматура систем обеспечения, обслуживающих контейнер, потеряла герметичность, и в отсек стал поступать высокотоксичный окислитель. В течение короткого времени отсек оказался сильно загазован, а уровень загрязнения парами окислителя в 1000 раз превысил предельно допустимые концентрации. Подлодка аварийно всплыла на поверхность. Экипаж включился в борьбу за живучесть. В первый же момент после взрыва погибли 2 матроса, находившихся в близлежащей каюте. Погиб и командир БЧ-2. Впоследствии его найдут в кают-компании аварийного отсека. Рядом с ним на столе лежал портативный дыхательный прибор, в который он не включился. Наверное, только подводники знают, насколько тяжело бороться с растекающимся по отсекам окислителем. В силу своей химической активности он способен моментально проесть дыру в стальном трубопроводе, при соприкосновении с легкогорючими материалами он воспламеняет их. Обычным пенным огнетушителем или водой с ним не справиться, он поддерживает любое горение без доступа воздуха. Пары окислителя крайне опасны для здоровья. При попадании на кожу он вызывает сильные химические ожоги, а вдыхание десятых долей граммов приводит к летальному исходу. Ракетный окислитель, а вместе с ним и пожар распространились в соседние отсеки. В довершение ко всему прочему корабль лишился электроснабжения по одному борту. По обесточению сработала аварийная защита реактора. Аварийные отсеки были покинуты, пострадавших подводников перенесли в безопасное место, а начальник медицинской службы Игорь Кочергин сделал все возможное и невозможное для спасения товарищей. Аварийным партиям приходилось работать в очень тяжелых условиях, в горячих отсеках, при свете аварийных фонарей в средствах индивидуальной защиты. В сложившейся ситуации недюжинное хладнокровие, выдержку и мастерство продемонстрировали командир экипажа, капитан 2-го ранга Игорь Британов, командир электромеханической боевой части, капитан 2-го ранга Игорь Красильников и весь экипаж субмарины. Через несколько дней после аварии американская газета «Вашингтон-Пост» писала: моделируя аварию, специалисты ВМС Соединенных Штатов пришли к заключению, что командир и экипаж подводной лодки заслуживают высокой оценки за то, что быстро сумели всплыть, а также за действия по борьбе с огнем. Через 15 часов изнурительной борьбы за живучесть в центральный пост поступил тревожный сигнал. Не удалось восстановить и подать электропитание на приводы компенсирующих решеток, которые зависли в промежуточном положении после обесточения и сброса аварийной защиты одного из ядерных реакторов.
И хотя сброшенные стержни аварийной защиты временно прекратили цепную реакцию, для надежного глушения реактора было необходимо опустить компенсирующие решетки на нижние упоры. Над кораблем нависла новая опасность. Через некоторое время реактор должен был пойти в разгон, самопроизвольно и бесконтрольно увеличивая тепловую мощность. Оставался единственный способ справиться с выходящей из-под контроля атомной энергией. Для этого было необходимо войти в загазованный 7-й отсек, проникнуть в аппаратную выгородку и вручную опустить все компенсирующие решетки на нижние упоры. Эта трудная задача была поручена командиру реакторного отсека, старшему лейтенанту Николаю Беликову. Кто, как не он, мог справиться с этой задачей лучше всего? Доскональное знание устройства своего отсека, размещение механизмов и систем, способность на ощупь, поскольку стекла дыхательного аппарата тут же запотевают, найти и установить спецключ ручного опускания компенсирующей решетки на шток привода. От всего этого сейчас зависело очень многое: судьба корабля, жизнь экипажа, безопасность всей планеты. Облаченный в защитный костюм Николай вошел в аппаратную выгородку, нашел сейф с ключом ручного опускания компенсирующих решеток. Пришлось поработать кувалдой, чтобы сбить запор. Установил ключ и попытался сделать хотя бы несколько оборотов. Но каких неимоверных усилий ему стоил каждый миллиметр, пройденный упорно не желающий идти вниз решеткой. Пылающий жаром притихший реактор накалил настил выгородки. Температура в отсеке неумолимо возрастала. Вскоре Николай потерял сознание. Пришлось искать помощь. Выбор пал на самого опытного из 3 спецтрюмных – Сергея Приминина. Товарищи верили в него, знали. Уж он точно не подведет, выполнит самую тяжелую задачу. Пока Беликов приходил в себя, Сергею помогли облачиться в защитный костюм. И вот уже вдвоем они вошли в 7-й отсек. Поочередно работая ключом, опустили одну решетку, периодически опускаясь на горячую палубу, чтобы перевести дух. Но в столь тяжелой обстановке долго работать было невозможно, пришлось выбираться в 8-й. И тут силы окончательно покинули командира отсека. Матросу ничего не оставалось, как идти в ядерную кочегарку одному. Сергея к последнему броску готовили по возможности тщательно. Ему отдали последние регенеративные патроны, отыскали остатки аварийного запаса воды. К этому времени обстановка в отсеке еще более усложнилась, температура достигла 80 градусов, поднялось давление. Приминин понимал, куда он идет, но нисколько не сомневался, что именно ему надлежит завершить эту операцию. Простой русский парень, он привык свой долг исполнять до конца. Заходя в реакторный отсек, Сергей на секунду остановился. Наверное, хотел что-то сказать, но промолчал. Натянул маску изолирующего противогаза, поправил на груди коробку с регенеративным патроном и шагнул в темный провал переборочной двери. О том, что думал в тот момент Сергей, не суждено узнать. Известно только, что цели он достиг. Все решетки легли на нижние концевики, надежно заглушив реактор. Но Сергей так и не появился в проеме двери из 7-го. Возросшим за полчаса давлением в отсеке поджало переборку. Сравнять давление между 7-м и 8-м отсеками не удалось. Старший мичман Василий Ежов с 2 матросами, уперев в переборку аварийный упор, тщетно штурмовали заклиненную дверь. Моряки надышались угарного газа, сломав 2 аварийных упора, измучившись в конец, снова и снова пытались вызволить товарища, хотя понимали, что все мыслимые сроки работы изолирующего снаряжения Сергея истекли. Экипаж самоотверженно продолжал борьбу за живучесть, однако вода медленно заполняла отсеки. Утром 6 октября было принято решение эвакуировать личный состав на подошедшие советские суда. В 11 часов 03 минуты, когда атомоход зарылся носом по горизонтальной рули, мостик покинул командир. В скорбном молчании моряки наблюдали, как безжалостная стихия поглощает очередную свою жертву, унося субмарину в океанскую бездну. Лишь матрос Сергей Анатольевич Приминин оставался на своем боевом посту. Эта катастрофа, в которой подводники проявили свойственный всем русским морякам героизм и самопожертвование, имела большой резонанс в мире. Впервые за всю историю Холодной войны советское партийное руководство не стало делать тайны и по прямому проводу оповестило Вашингтон о случившемся. В последующее время в прессе не раз поднималась эта тема. На протяжении более десятилетия она продолжает оставаться актуальной. Бывшим военно-морским атташе Соединенных Штатов Америки в Москве Питером Хухтхаузеном совместно с бывшим старпомом К-219 капитаном 1-го ранга в запасе Игорем Курдиным была написана книга «Враждебные воды».
а кинокомпания «Ава Ник» совместно с ВВС и World Production Limited по мотивам книги сняла одноименную кинокартину. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Матрос» Сергей Преминин был награжден Орденом Красной Звезды. А спустя 10 лет, по ходатайствам командования и военного совета флотилии, общественных организаций, клуба моряков-подводников ВМФ, широкой общественности, указом президента РФ номер 844 от 7 августа 1997 года ему присваивается звание Героя Российской Федерации. Сегодня в память о погибших моряках-подводниках, самоотверженно выполнявших свой долг перед Родиной, после подъема флагов на кораблях и судах всего российского ВМФ проходит минута молчания. По традиции, в каждой части подводного плавания и высших учебных заведениях, готовящих флотских офицеров, проводятся мероприятия, посвященные памяти героев-подводников. Помянем им и принявших мученическую смерть на борту своих кораблей.